Итак, ребята, всем привет! В этом видео мы обсудим с вами последние новости Apple и поговорим о новых обновлениях всех платформ. Apple выпустила 2 дня назад macOS Ventura 13.3, то есть вот она у меня установлена на MacBook Pro платформе Apple Silicon. Также Apple выпустила iOS 16.4, watchOS 9.4, tvOS 16.4 и iPadOS 16.4. В целом, стабильность macOS уже на уровне полноценной такой операционки. Я уже даже привык к вот этим вот настройкам. И уже если что-то новое внедряться будет сложнее привыкнуть. Мне так кажется. Стабильность, безопасность улучшена. Добавлены 21 новый эмодзи. Это очень важная информация, это крайне архиважная информация. По поводу эмодзи исправлено очень много внутренних ошибок. Apple уже готовится к WWDC 23. Об этом чуточку позже. Давайте перейдем к iOS. Плавно так с вами перейдем к мобильной операционке. Общее мнение по поводу iOS 16.4. Вот наша iOS 16.4. Номер сборочки 20 и 247. Также 21 новые эмодзи. Но есть еще киллер фичи, которые вот прям для меня. Прям я ими пользуюсь. Значит, поехали. Apple Music Classical недоступен в России. У меня просто российский Apple ID. Обратно будем переходить на белорусский. Я решил в связи с вот такой вот ситуацией с Apple Music Classical. Почему я плачу за сервисы, и я не могу пользоваться Apple Music Classical? Вдруг я там хочу послушать Моцарта или Бетховена, и чтобы это было вот прям доступно мне здесь и сейчас. Поэтому переходим на родной регион. Тут тоже, видите, ничего нельзя сделать. Только Learn More нажать. Браузер со странами. Страничка на сайте Apple. По Apple Music Classical мы поговорим с вами в следующем видео. Далее, связь с телефоном вышла для iPhone. Это касается Windows. Об этом мы поговорим тоже. Поехали к iOS 16.4. Значит, первое и, на мой взгляд, прям киллер фича. Это, конечно же, давайте зайдем в заметочки. Вот, я уже баловался. Итак, обещанного обычно ждут 3 года, но мы ждали всего год. Данная функция была анонсирована в iOS 15 летом 2021 года. И она появилась все же на русском языке, на русском и украинском языке в iOS 16.4. Вот текста свайпом. То есть я нажимаю и пошел. Видите? Очень даже удобно. Удаляется, вот, просто удаляешь, и целое слово удаляется. Удалялось бы. Как-то так, ребята. Далее. Мы заходим, например, в iMessage. Вот мы зашли в iMessage, и тут есть такая штучка, называется типа сканирование текста. Например, я нажимаю сканировать текст, у меня открывается камера. Вот, видите, и сканируется текст с экрана MacBook. Любой текст. Давайте мы попробуем. Я возьму коробочку от термопасты и давайте наведем на него камеру. Так, где она? И отправляем. То есть так тоже можно. То есть сканирование, пока человек не прочитал, надо удалить. Вот. То есть вот такая вот функция тоже. В iPadOS также присутствует ввод свайпом. В iPadOS 16.4. Ну, я не знаю, на нашем iPad будет ли работать, потому что там iPad 2017 года на чипе A9. Довольно старый, я думаю, что iPadOS 17 он уже не получит, его надо обновлять.
Обновлять его надо в плане железа, то есть железную его часть. Вот. Очень даже неплохо. По производительности тоже. По батарее. Вот я сегодня с утра не заряжал телефон. Зарядил вот недавно. Он прожил у меня до где-то 8 часов вечера. То есть стабильно день и немножко вечера. До 8, до полдевятого он прожил где-то. И оставалось примерно процентов так 30. В целом очень даже неплохо по автономности, по производительности. По поводу Apple Watch. WatchOS 9.4. Таких сильных видимых изменений там нет особо. Почитав примечание к выпуску, кардиоконтроль появился в ряде стран. Тоже обновление безопасности, исправление ошибок. Я решил не вдаваться в подробности, не копаться в системе. Просто снять вот так вот видео о этих системах. Также Apple убрала возможность ставить профили. То есть начиная с iOS 17 будет вот такая штука. Вместо профиля, если вы разработчик, вы сможете поставить новую ось. А если нет, то паблик бета, пожалуйста. Можно включить, можно отключить. Если я включу, мне ничего не придет, потому что паблик беты нету еще новой версии iOS. Но я думаю, что новые версии системы iOS 17 мы сможем поставить либо с помощью IPSV файла, то есть образа системы через компьютер. Мы снимем ролик на эту тему. А также, может будет какой-то новый способ просто сделать enroll to developer. Переходим с вами к новостям. Значит, Apple анонсировала WWDC 2023. Давайте зайдем с вами к нам на канал. Мы успели уже об этом написать во вкладке сообщества. Apple действительно подтвердила дату презентации. С 5 по 9 июня она пройдет в онлайн формате. Также для студентов будет мероприятие очное, чтобы они могли посетить презентацию. А так, как обычно, она пройдет в онлайн формате. Нам покажут новую macOS 14, WatchOS 10, iOS, iPadOS 17, tvOS 17 и новое программное обеспечение для умного дома HomePod 17. AudioOS тоже. То есть все платформы, и не исключено, что будет представлено еще RealityOS, или как ее называют XROS. Это операционка для очков дополненной реальности. Очень много слухов было по поводу этих очков. Может, Apple анонсирует эти очки, покажет новую операционку, расскажет подробнее, как это будет все работать. В любом случае это будет интересно. Уже мы знаем дату, уже ждать не надо. А когда? Когда Apple анонсирует. Apple уже анонсировала. Теперь будем ждать вот этой даты. С 5 по 9 июня 2023 года. В 8 часов вечера по Москве начало. У нас в Дискорде будет организован просмотр. Это работает как с телефона, так и с компьютера уже. Потому что Discord обновили. Добавили YouTube, чтобы можно было смотреть с телефона. Будем собираться все вместе на этом мероприятии. Будет живой чат. В реальном времени будем общаться. А потом обсудим. Обсудим итоги и посмотрим на новое программное обеспечение. Также Apple выпустила iOS 16.5 Developer Beta 1, macOS 13.4 Developer Beta 1, то есть новая Developer Beta. Это будут уже последние версии 16 интеграции для iPadOS и iOS перед WWDC 2023, то есть перед iOS 17. Конференция анонсирована, будем ждать. В день конференции все ссылочки будут вот в сообществе. И на наш Discord, и на саму конференцию. Если данный ролик был полезен и понравился, если был интересным, ставим лайк, подписываемся на канал.
вступаем в наше Discord сообщество. Вот ссылочка, вот она. Либо вот так. Потому что много комментариев получаем, что где ссылки. Вот о канале Discord Community. Вот ссылочка. И под каждым роликом мы тоже оставляем ссылки на наш Discord. Телеграма у нас больше нету. Кто подписан на канал давно, тот знает. То есть вот. Где-то были. Даже мы писали, что Телеграма больше у нас нет. Мы ушли из Телеграма. Спасибо за просмотр. Пишите комментарии. Ставьте лайк. Всем пока. До встречи в новых роликах.